За годы Великой Отечественной войны было произведено более 4 миллионов награждений простых рядовых солдат и младших офицеров боевой медалью за отвагу. Это была очень почетная награда, которая присваивалась за проявление личной храбрости бойцами РККА непосредственно во время боевых действий. Не случайно, что медаль за отвагу была самой высшей медалью в наградной иерархии СССР. Следом уже шли ордена. Однако в истории Великой Отечественной войны есть и своеобразные рекордсмены, которые получили несколько медалей за отвагу, не раз подтверждая свою храбрость. Эти люди не гнались за наградой, а просто выполняли свой боевой долг. Среди таких людей стоит отметить очень скромного солдата, сержанта Семена Васильевича Грицова, который был удостоен 6 медалей за отвагу. Семен Васильевич в июле 1941 года был призван в ряды РККА в качестве рядового артиллериста. Однако во время очередного боя он получил тяжелую контузию и обморожение ног. Ничего не оставалось, как комиссовать 39-летнего бойца, однако Грицов с огромным трудом уговорил медкомиссию оставить его в рядах РККА. Врачи, заметив, как боец ухаживал за ранеными и был неравнодушным к чужой боли, предложили ему стать санитарным инструктором, и Семен Васильевич без раздумий согласился. Тогда и проявился в полной мере его отважный характер. Шел июль 43-го. В разгаре Мгинская наступательная операция под Ленинградом. 8-я армия Волховского фронта сражалась с противником не на жизнь, а на смерть. Главный удар наносила из района деревни Воронова. Потери советской армии были сокрушительны. Санинструктор Семен Грицов, не щадя своей жизни, бросался спасать раненых солдат. За 6 кровопролитных дней он вынес с поля боя 26 бойцов и командиров с их личным оружием. За это и был удостоен первой медали за отвагу. В марте 1944 года солдата наградили второй медалью. 9 марта в бою под деревней Рожанка Ленинградской области Семен Грицов перевязал и вынес с поля боя на медицинский пункт 18 раненых. Можно только догадываться о накале и ожесточении этих весенних боев 44-го, если один санинструктор за день перенес практически полвзвода раненых. О том, какой опасной и невыносимо тяжелой была эта работа, говорить тоже не приходится. Под той же Рожанкой уже 16-17 марта Грицов вытащил с передовой еще 6 однополчан. И с 31 марта по 8 апреля в боях на территории Псковского района Ленинградской области Грицов вынес 19 раненых бойцов. В боях с 24 по 26 июня 1944 года на территории Погостицы Псковского района оказал помощь 23 раненым, принимал участие в отражении контратак противника, где и получил ранения. Так его личный послужной счет пополнился еще 2 медалями за отвагу. Летом 1944 года большая часть оборонительных рубежей вермахта в Прибалтике рухнула. Советские войска на некоторых направлениях продвинулись более чем на 200 километров. Почти половина территории Прибалтики была освобождена от гитлеровцев. Советские операции позволили сковать значительные силы на прибалтийском направлении, что способствовало войскам белорусских фронтов завершить разгром группы армий «Центр» в Белоруссии и прорваться в Восточную Польшу. Советские войска вышли на подступы к Риге, создав все условия для завершения освобождения Прибалтики. И уже к октябрю 1944 года в районе населенных пунктов Соды и Коцы Латвийской ССР подразделения Грицова форсируют реку и атакуют укрепленный оборонительный рубеж немцев. Здесь младший сержант Грицов оказывает помощь и выносит из-под губительного огня 12 раненых красноармейцев, за что был награжден очередной 5-й медалью за отвагу. А 6-ю медаль за отвагу наш герой заслужил уже на территории Германии. Перед самым окончанием войны приказом номер 11 от 29 апреля 1945 года по 1214 стрелковому полку 364-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, санинструктор санитарного взвода 1-го стрелкового батальона, младший сержант медицинской службы Семен Васильевич Грицов был награжден медалью за отвагу за то, что в боях 23 апреля 1945 года за населенный пункт Лихтенберг под сильным пулеметным огнем противника вынес с поля боя 18 раненых солдат и офицеров с их личным оружием.
По данным, которые подтверждены наградными документами, Семен Васильевич спас жизнь 130 советским солдатам и офицерам. Сколько человек он вынес с поля боя без оружия и перевязал в боевых условиях, сохранив им жизнь, об этом официальная статистика умалчивает. Победу сержант Грицов встречал в Берлине. В октябре 1945 года он был награжден медалью за взятие Берлина. Семен Васильевич вернулся домой в Старый Оскол Белгородской области и в течение многих послевоенных лет трудился в строительной бригаде механизированного завода штукатуром-каменщиком. А по праздникам надевал свой костюм с 6 медалями за отвагу. Сержант медицинской службы Грицов не гнался за наградами и не стремился побить рекорды других, но носить на груди за отвагу считалось очень почетным, ведь ей награждали исключительно за личную храбрость, проявленную за непосредственное участие в боевых действиях. Старшие офицеры и генералы ее не получали. В основном к награде представляли рядовых, сержантов и младших офицеров, тех, кто принимал непосредственное участие в боях. Поэтому в медаль народе называли солдатской. Уже после войны, в 1965 году, ветерану вручили еще 2 медали за победу над Германией и за доблестный труд. Последние годы жизни складывались нелегко. Он был одинок и долго болел. 73-летний участник войны был парализован и прикован к постели. Умер Семен Васильевич 25 января 1975 года. Похоронен на городском кладбище города Старый Оскол. А награды, включая все 6 медалей за отвагу, хранятся в Старооскольском краеведческом музее. В 1978 году, через 3 года после смерти храброго солдата, их принес в музей местный краевед полковник Гладков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!